В этом видео мы рассмотрим, что означает написать программу. Обычно компьютерные программы решают какую-то задачу. В данном случае представим себе, что у меня в кармане есть $10. Печенье в магазине стоит $7, конфеты стоят 8. И стоит вопрос, смогу ли я купить конфеты и печенье? Ну, наверное, сейчас не смогу, потому что 10 это меньше, чем 7 плюс 8. Но представьте себе, что у меня может быть какая-то другая сумма. И тогда ответ может быть другим. Поэтому нам нужна программа, которая сможет определить, достаточно ли у меня денег для покупки конфет и печенья. В программе обычно используют переменные. Так же, как в школе были уравнения с буквами x и y, точно так же в программе создаются такие же переменные. Итак, для создания переменной в программе в JavaScript используется слово let, потом мы пишем название переменной. Это сумма денег. Я назову переменную не одной буквой x или y, а целым словом amount. Дальше поставлю знак равно. Это означает, что в данную переменную я хочу записать какое-то значение. Это не просто сравнение, как в математике, это сохранение какого-то значения вот в эту переменную. В данном случае это будет 10. Эта строка означает, что теперь у меня есть переменная amount, в которой хранится число 10. Теперь давайте создадим переменные для стоимости печенья и конфет. Здесь я создаю переменную, называю ее cookie price. Это будет 7. Теперь запишем, сколько стоят конфеты. Пишу здесь let candy price равно 8. Текст, который записывается после вот таких двух косых черт, называется комментарием. Это пояснение, которое поможет человеку, а компьютер его выполнять не будет. Так вот, я создал три переменные. Переменная с суммой денег, которая у меня есть, переменная с ценой печенья и с ценой конфет. Теперь я хочу узнать, сколько у меня останется денег после покупки печенья. Для этого я создаю еще одну переменную, называю ее rest, остаток, который будет равен. Теперь мне нужно узнать, сколько останется денег. Давайте это сделаем. Я беру, сколько у меня было денег, и вычитаю стоимость печенья. Так вот, это значение, сколько у меня останется денег после покупки печенья. Давайте напишем комментарий. После покупки печенья останется... И дальше вот такой вот результат. Ну и теперь, для того, чтобы узнать, смогу ли я купить конфеты, мне нужно сравнить остаток и цену конфет. В зависимости от того, будет ли остатка достаточно или нет, я хочу напечатать на странице разные сообщения. В программе для вызова одной из команд по условию используется специальный условный оператор. Я могу написать если, if по-английски. Здесь в скобках написать какое-то условие, то есть остаток должен быть больше либо равен, чем цена конфет. Дальше ставлю фигурные скобки. Если у меня остаток больше либо равен, чем цена конфет, то тогда я напечатаю на странице document write и напечатаю сообщение. У меня есть достаточно денег. I have enough money. Если же нет, здесь я напишу иначе. В случае, если это условие не будет выполнено, сработает команда, написанная в ветке else. Я копирую вот эту строку, вставляю вот здесь. И здесь напишу I do not have enough money. Итак, сейчас у меня денег недостаточно, но если денег станет больше, например, здесь будет 18, то теперь у меня будет уже достаточно денег. Таким образом, программа – это набор команд, которые описывают условия, какие-то действия, которые мы выполняем с данными значениями, а также результат и в какой форме мы этот результат отображаем. Естественно, для того, чтобы писать программы, вам нужно лучше познакомиться с синтаксисом JavaScript. Как создавать переменные, какие они бывают. Какие бывают операторы. Например, мы можем только вычитать и сравнивать, или можно делать что-то еще. Какие бывают конструкции. Это, например, условная конструкция. А бывают еще циклы, где одни и те же команды можно повторять многократно. Именно этим мы сейчас и займемся.